Представь себе, что ты смотришь на костер. Ты видишь, как пляшет пламя, слышишь треск дров. Ты знаешь, что там горячо. А теперь представь, что этот костер без всякой причины начинает замерзать. Температура падает, хотя дрова все так же горят. Примерно в такой ступор ученые пребывают уже 3 десятилетия. И виной всему ледяной гигант на окраине Солнечной системы. Планета, которую мы посещали лишь однажды, почти 40 лет назад. Планета, которая вращается лежа на боку, а ее магнитное поле похоже на сломанный волчок. В январе 2025 года самый мощный телескоп в истории человечества Джеймс Уэбб почти 17 часов подряд смотрел на Уран. Он сделал то, что не удавалось никому. Заглянул глубоко в его атмосферу и построил первую в истории трехмерную карту, скрытого от наших глаз. И то, что он нашел, не просто удивляет. Это ставит под сомнение все, что мы знали об энергетике планет. Потому что верхние слои Урана продолжают остывать. И чем дольше мы за ними наблюдаем, тем холоднее им становится. Физика говорит, что так не должно быть. Но факты — упрямая вещь. Сегодня мы отправимся к седьмой планете. Мы узнаем, почему ее атмосфера ведет себя так странно, что за сияние увидел Уэбб, и есть ли шанс, что этот ледяной мир однажды согреется. Или он обречен замерзать навсегда. Этот ледяной гигант всегда казался нам скучным. Ровный голубой цвет, никаких тебе бурь, как на Юпитере, никаких роскошных колец, как у Сатурна. Тихий, спокойный, далекий. Но это только первое впечатление. Самое обманчивое. В 1986 году мимо Урана пролетел Voyager 2. Это был наш единственный быстрый взгляд. Зонд передал первые детальные снимки, открыл новые спутники и кольца. Но главное, что он обнаружил, заставило ученых чесать в затылке до сих пор. Оказалось, что магнитное поле Урана — это чистое безумие. У Земли магнитные полюса почти совпадают с географическими. Стрелка компаса всегда показывает на север. Это стабильно и привычно. У Урана все иначе. Его магнитное поле наклонено относительно оси вращения почти на 60 градусов. Мало того, оно еще и смещено от центра планеты на треть ее радиуса. Ты когда-нибудь крутил в руках магнит? Представь, что ты взял обычный полюсовой магнит, засунул его в теннисный мячик не по центру, а сбоку, да еще и повернул под странным углом. А потом начал этот мячик быстро вращать. Примерно так выглядит Уран. Из-за этого его магнитосфера не статична. Пока планета делает один оборот за 17 часов, это перекошенное поле кувыркается в пространстве. Оно то открывается навстречу солнечному ветру, как воронка, то захлопывается. Представь себе сирены, которые то включаются, то выключаются с каждым поворотом планеты. Но это было только начало. Когда астрономы начали наблюдать за Ураном с Земли в 90-х, они заметили нечто еще более странное. Его верхняя атмосфера, термосфера, начала остывать. В 1990-х ее температура составляла около 700 градусов Цельсия. Это горячо. Но для верхних слоев атмосферы планет-гигантов это нормально. Их греют и солнечный свет, и частицы солнечного ветра, бомбардирующие магнитосферу. Но прошло 10 лет. Ученые снова измерили температуру. Она упала. Еще 10 лет — снова падение. К 2018 году верхняя атмосфера Урана остыла почти вдвое, до 450 градусов. И никто не мог объяснить, почему. Солнце ведет себя циклично, каждые 11 лет его активность то растет, то падает. Но график остывания Урана был ровным, как линия горизонта. Сезоны на Уране длятся по 42 года из-за его бешеного наклона. Может, дело в них? Нет.
температура падала вне зависимости от того, каким полушарием планета повернута к Солнцу. Это стало классической загадкой. 30 лет физики планет ломали головы. 30 лет данных, которые не сходились с теориями. Уран словно дразнил нас, медленно замерзая у всех на виду. И тут в игру вступил он, Джеймс Уэбб. Уэбб — это не просто телескоп. Это машина времени и микроскоп для Вселенной. Его инфракрасное зрение способно видеть то, что не видят другие. И 19 января 2025 года команда под руководством Паолы Тиранти из Университета Нортумбрии навела его на Уран. Цель была амбициозной. Не просто сделать красивую фотографию, а проследить, как ведет себя атмосфера планеты на разной высоте. Впервые в истории создать вертикальный разрез мира, о котором мы почти ничего не знали. Уэбб наблюдал за Ураном почти 17 часов. Это почти полный день на планете. Он ловил слабое свечение молекул на высоте до 5000 километров над облаками. И когда данные обработали, перед астрономами предстала картина, от которой у них перехватило дыхание. Уэбб увидел полярные сияния. Но не такие, как мы привыкли видеть на Земле. У нас сияния окружают полюса красивыми разноцветными коронами. У Урана это два ярких, четких кольца. Они расположены там, куда указывают силовые линии сумасшедшего магнитного поля планеты. Это само по себе открытие. Но главное было в другом. Между этими сияющими кольцами Уэбб обнаружил темные провалы. Зоны, где свечение практически отсутствует. Словно кто-то провел гигантским ластиком по ионосфере. Это похоже на то, что мы видим у Юпитера, где магнитное поле направляет поток частиц особым образом. Но у Урана этот эффект оказался гораздо сильнее, чем ожидалось. Магнитное поле здесь не просто направляет частицы, оно буквально вырезает целые области в верхней атмосфере. Команда Тиранти построила трехмерную карту. Они увидели, как температура и плотность ионов меняются с высотой. Максимум температуры оказался на высоте от 3 до 4000 километров, около 150 градусов Цельсия. Но это не самое важное. Самое важное — Уэбб подтвердил худшие опасения. Планета продолжает остывать. Данные Уэбба показали среднюю температуру верхней атмосферы около 150 градусов Цельсия. Это ниже, чем фиксировали наземные телескопы. Ниже, чем было во времена Вояджера. Тренд, начавшийся 30 лет назад, не просто продолжился, он стал еще жестче. И вот тут мы подходим к главной загадке, к тому, что физики называют тепловым дисбалансом. Понимаешь, планета не может просто взять и остывать без причины. Это как если бы твое тело теряло тепло быстрее, чем вырабатывает. Это нарушение энергетического баланса. Ученые измерили, сколько энергии Уран получает от Солнца, и сравнили с тем, сколько энергии он излучает в космос сам. Оказалось, что излучает он больше, чем получает. Это означает, что внутри планеты идут какие-то процессы, которые заставляют ее терять энергию. Она словно дышит холодом. И вот тут сталкиваются две точки зрения. Одна — консервативная, осторожная. Другая — смелая, почти фантастическая. Первая группа ученых говорит: не паникуйте. Все можно объяснить без привлечения сверхъестественных сил. В 2024 году вышла работа, авторы которой предположили, что охлаждение Урана связано с солнечным ветром. Они заметили, что за те же 30 лет мощность солнечного ветра, бьющего по магнитосфере Урана, упала почти наполовину. Солнце стало тише. Меньше частиц, меньше энергии попадает в атмосферу через магнитосферу. Вот вам и охлаждение. Звучит логично, правда? Но и здесь не все гладко. Уран очень далеко. Солнечный ветер на таком расстоянии очень слабый.
Может ли он быть главным источником нагрева? Для Урана, судя по всему, может. Его атмосфера оказалась гораздо более чувствительной к космической погоде, чем любая другая планета. Но есть и второе мнение, более радикальное. Если охлаждение — это не внешний, а внутренний процесс? Что, если внутри Урана происходит что-то, о чем мы даже не догадываемся? Представь себе планету. В ее недрах должна сохраняться первозданная теплота со времен формирования. Этот внутренний жар должен медленно выходить наружу, согревая атмосферу изнутри. Так работает Юпитер. Он излучает в 2 раза больше тепла, чем получает от Солнца. Уран, наоборот. Он излучает слишком мало. Словно кто-то перекрыл внутренний клапан. По одной из гипотез, миллиарды лет назад мощнейшее столкновение перевернуло Уран на бок. Возможно, тот же удар перемешал его недра так, что тепло просто не может вырваться наружу. Верхние слои остывают, а снизу ничего не приходит. Это создает тот самый дисбаланс, который мы видим. И Уэбб своими наблюдениями подлил масла в огонь. Его трехмерная карта показала, что структура ионосферы гораздо сложнее, чем предполагалось. Связь между магнитным полем и температурой оказалась настолько глубокой, что списать все только на солнечный ветер уже сложно. Так где же истина? Мы стоим на пороге великого переосмысления. Одни доказывают, что виновато Солнце. Другие настаивают на том, что Уран скрывает от нас свою внутреннюю жизнь. Кто прав, покажет время и новые данные. Но ясно одно. Наше представление об этой планете было наивным. Мы считали ее скучной только потому, что плохо видели. Как только мы смогли разглядеть детали, она тут же бросила нам вызов. Этот ролик мы делаем вместе. Если тебе интересно разбираться в загадках космоса, если ты хочешь первым узнавать о том, что скрывают новые снимки Уэбба, подпишись на канал и поставь лайк. Это поможет другим зрителям найти это видео и тоже удивиться тому, насколько странной может быть Вселенная. А в комментариях давай устроим настоящий научный спор. Как думаешь ты? Уран остывает из-за того, что Солнце стало слабее? Или внутри него прячется что-то, что мы пока не можем объяснить? Напиши свое мнение. Вернемся к науке. На самом деле решение загадки уже не за горами. В научном сообществе всерьез обсуждают флагманскую миссию к Урану. Это должен быть орбитальный зонд, который не пролетит мимо, как Voyager, а останется там на годы. Он сможет изучать магнитное поле в динамике, измерять потоки тепла из недр, наблюдать за полярными сияниями вживую. И если такая миссия получит зеленый свет, то лет через 20 мы, наконец, узнаем правду. Но что делать с вопросами, которые есть у нас прямо сейчас? Потому что загадка Урана — это не просто вопрос о далекой планете. Это вопрос о нас, о том, как мы понимаем физику планетных систем. Если мы ошибаемся в расчетах для соседа по Солнечной системе, что уж говорить об экзопланетах. Мы находим тысячи миров у других звезд. Среди них много ледяных гигантов, похожих на Уран. Мы строим модели их атмосфер, климата, пытаемся понять, есть ли у них жизнь. Но наши модели опираются на данные, которые мы получили здесь, дома. А если эти данные не полны? Если мы не понимаем, как работает энергетический баланс даже у такого мира, то все наши прогнозы для далеких звезд могут быть ошибочными. Уран оказался идеальной лабораторией. Лабораторией нашего незнания. 30 лет мы наблюдали за тем, как эта планета замерзает. 30 лет мы искали объяснение. И только сейчас, благодаря Уэббу, мы впервые увидели, как именно это происходит. Мы увидели трехмерную структуру ее атмосферы. Мы нашли провалы в ее полярных сияниях. Мы измерили падение температуры с точностью до градуса.
Но ответа на главный вопрос «почему?» у нас до сих пор нет. И это, пожалуй, самое прекрасное в науке. Мы живем в эпоху, когда ответы никогда не даются легко. Каждое новое открытие рождает десятки новых вопросов. Каждый новый снимок Уэбба показывает нам, насколько сложна и многогранна Вселенная. Уран остывает. Магнитное поле его кувыркается, атмосфера светится странным прерывистым светом. И все это происходит прямо сейчас, на краю видимости, в полной темноте, в 30 астрономических единицах от Солнца. Мы не знаем, что ждет эту планету в будущем. Будет ли она остывать дальше, пока ее атмосфера не превратится в ледяную корку? Или через 1000 лет процесс повернется вспять, и уран снова согреется? Мы можем только наблюдать и задавать вопросы. Потому что, как ни крути, вопросы — это единственный инструмент, который позволяет нам двигаться вперед. Что мы найдем за следующим поворотом? Ответит ли уран на наши вопросы, если мы, наконец, отправим к нему новый зонд? Или он приготовил нам новые загадки, о которых мы пока даже не догадываемся? А как думаешь ты, замерзает ли уран навсегда? Или это просто временный сезон, который продлится еще миллион лет? Напиши в комментариях. Мне правда интересно твое мнение. Не забудь подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории из мира большой науки. Ведь в следующий раз мы отправимся туда, где еще холоднее и еще загадочнее. Спасибо, что был с нами. До скорых встреч.